Жуйкова Тамара Меркурьевна. Баженова Раиса Вячеславовна. Родились в Уддеме. Обе. Обе. И вместе играли. В Заречной Медле сейчас живем. Вообще-то, знаете, в Удмуртии ведь жили не очень богато. Вот я, например, родилась в 1953 году, и кровати не очень пока были такие нарядные. Они нарядными стали где-то уже к концу 60-х, в 70-е годы. Я, например, увидела красивую кровать у своей старшей сестры в Малой Кизне. А у нас дома такого не было. И вот мне где-то, наверное, было лет 12-13. Поехала я к сестре и увидела вот эту кровать. Действительно, она была очень красивая. Все вышитое, наволочки, покрывало. Все очень красивое было. Я была удивлена. Оказывается, сестра у меня так сама все вышивала, а я и не знала. Вот. Не покупали, вручную все вязали. Ну, есть мастерицы, но мало уже. Да, сейчас Есть. мало. Среди нас вот тоже, кто вот ходит в Медлогур, есть. Раз, два, три. Обчелся. Мало. Кровать была, ну, какой-то таинственной вещью. Если что-то оттуда брать, или самой ложиться туда, тем более днем, если ложиться, это уже, конечно, считалось неприлично. Но, например, я очень хорошо помню, однажды вечером долго-долго играли, замерзла я очень, уже было поздно, и никак не могу согреться. А мама уже легла и говорит: ну-ка, говорит, Тамара, иди сюда ко мне. Вот, я полезла, она такая теплая, я все руки, ноги к ней. Ну, конечно, хотелось вместе на кровати лежать, спать там. Но не всегда приходилось. А знаете, старину кровати-то все время на одном месте были. Вот Раиса Вячеславовна говорила, что тогда спален отдельных не было. Как только заходишь, слева или справа обязательно кровать стоит в углу. А раньше вот из-за того, что все открыто было, наверное, так наряжались. Застилать, и чтобы люди обратили внимание, как бы все равно ведь интеллигентов пример брали. И они как бы жили и культурнее и лучше, чем простые крестьяне. И время, может, у них больше было, чем у тружеников полей и ферм. Когда я начала застилать, она все-таки показывала: вот тут поправить надо, например, подзор, да, у тебя криво, или еще там подушки не так у тебя стоят, нужно по-другому. Вот иногда вот такие замечания давала, но учить так особо не учили. А вот сюда приходили уже четвертоклассники из нашей школы, и все это показали. Интересно, говорит, было. Вот если действительно вот эти молодые наши девочки, мальчики, дети, да, если увидят вот такую красоту, то, может быть, у кого-то появится такое желание тоже заиметь и кровать такую, и одежку такую для кровати. Как знать?